популярном медицинском реалити-шоу TLC «Моя жизнь в 600 фунтов» бариатрический хирург доктор Юнан Навзарадан лечит пациентов, страдающих патологическим ожирением. Отчаявшись в помощи, пациенты-доктора сейчас направляются в его офис в Хьюстоне, штат Техас, в надежде, что он примет их в свою программу по снижению веса и направит к более здоровой и долгой жизни. Как известно поклонникам сериала, у большинства пациентов моей 600-фунтовой жизни есть две общие черты – детская травма и член семьи, который способствовал их набору веса. Когда 26-летний Шон Милликин появился в 4-м сезоне, он весил 919 фунтов, что на тот момент сделало его самым тяжелым пациентом в истории шоу. Его вес в значительной степени приковывал его к постели и заставлял полагаться на свою мать, с которой он жил, и друга семьи, помогавших ему мыться. Ноги Шона больше не выдерживали его габаритов, и ему нужен был кислород для облегчения дыхания. Давайте вернемся к путешествию Шона. В начале своей серии Шон объяснил, что его переедание началось в детстве в ответ на предполагаемые словесные оскорбления его отца. Мать Шона, которая также боролась с лишним весом, признает, что потакала привычкам своего маленького сына, часто принося ему домой угощения всякий раз, когда выходила за продуктами. Когда Шону было 10 лет, его родители развелись. Как это часто бывает с детьми, ставшими свидетелями развода своих родителей, Шон чувствовал ответственность. И снова он обратился к еде в поисках утешения. К тому времени, когда Шон учился в средней школе, он весил более 400 фунтов. После падения в выпускном классе он повредил лодыжку и голень, Шон был прикован к постели и оставался таким долгие годы. К несчастью для Шона, его мать была человеком, помогающим по учебникам, которая уступила неконтролируемому аппетиту своего сына. Жалея своего прикованного к постели сына, она давала ему столько еды, сколько ему было нужно, чтобы чувствовать себя счастливым, что в свою очередь увеличивало его рост, что привело к продолжению его прикованного к постели существования. С помощью семьи и друзей Шон отправился из Калифорнии в Хьюстон, чтобы встретиться с доктором Ноу. При встрече с Шоном доктор Ноу был обеспокоен сильным отеком левой ноги Шона, а также его кажущейся незаинтересованностью в изменении своей жизни. Врач также заметил первые признаки нездоровой динамики в отношениях матери и сына. После первой консультации доктор Ноун дал Шону план питания на 800 калорий в день и поставил цель сбросить 100 фунтов за 2 месяца. Когда Шон вернулся к доктору Ноу через 2 месяца, было ясно, что он не достиг поставленной цели. На самом деле доктор Ноу подозревал, что Шон, возможно, набрал от 50 до 100 фунтов. Вместо того, чтобы отправить Шона домой с матерью, доктор Ноу положил его в больницу, чтобы следить за его питанием. По прибытии Шона в больницу подозрения доктора Ноу подтвердились. Сейчас Шон весил 1003 фунта. После 2 месяцев в больнице, при строго контролируемой диете, Шон похудел на 259 фунтов, после чего доктор Ноун выписал его из больницы. Всего через месяц, снова живя со своей матерью, Шон поправился на 43 фунта. В ответ доктор сейчас посоветовал и Шону, и его матери встретиться с психотерапевтом. Терапия, казалось, помогла, потому что к концу 7-го месяца Шону удалось сбросить в общей сложности 367 фунтов, достаточно, чтобы иметь право на операцию по снижению веса. К концу серии «Моя жизнь в 600 фунтов» Шона и после успешной операции желудочного шунтирования Шон похудел на 455 фунтов. Путешествие Шона продолжилось в «Где они сейчас?» в 2017 году. Хотя потеря веса Шоном медленно прогрессировала, динамика отношений между ним и его матерью не улучшилась. По мнению доктора Ноу, мать Шона препятствовала достижению им его целей способом, напоминающим Мюнхгаузена по доверенности, при котором лицо, осуществляющее уход, придумывает болезни или усугубляет их, чтобы сохранить близкого человека под своей опекой, через Healthline. Когда его мать привезла Шона в больницу с болезнью и обвинила доктора Ноу в том, что он не оказывал ее сыну даже элементарной помощи, доктор Ноу столкнулся с ней лицом к лицу, сообщив, что она была худшим для Шона, что она причиняла ему вред и убивала его. Находясь в больнице, выяснилось, что Шон снова начал набирать вес. Имея в своем распоряжении несколько вариантов, доктор Ноун принял решение снова поместить Шона в больницу на месяц и ограничить посещение матери Шона раз в неделю. Сбросив 50 фунтов за 4 недели, Шон, который начал понимать, насколько сильно он полагается на свою мать, был выписан. Неудивительно, что Шон восстановил этот вес к следующему визиту к врачу. В начале 3-го года участия в программе доктора Ноу Шон, который сейчас весит 493 фунта, пережил трагедию со смертью своей матери от почечной недостаточности. Из-за потери матери вес Шона увеличился, а его общее состояние здоровья резко ухудшилось. К середине 3-го года обучения Шон снова набрал 668 фунтов. Несколько месяцев спустя он весил 709 фунтов.
После двухмесячного пребывания в больнице Шон похудел до 489 фунтов. С некоторой неохотой доктор Ноун выписал его из больницы. За 2 месяца после выписки и самостоятельной жизни Шон набрал 278 фунтов, доведя свой вес до 766 фунтов. Доктор Ноун снова госпитализировал Шона. К сожалению, через 2 недели после возвращения в больницу Шон умер от остановки сердца в результате инфекции через метро. На момент смерти ему было 29 лет. Как заявил доктор Ноун, резкие скачки набора и потери веса Шоном вызвали невероятную нагрузку на его организм, из-за чего у него отказало сердце. На сегодняшний день 9 пациентов, которые появились в моей жизни в 600 фунтов, умерли. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.